Мой отец Тимофей знал много разных историй. И вот однажды он рассказал мне очень удивительную историю, которая запомнилась на всю жизнь. У отца был друг по имени Андрей, возрастом постарше. Нигде не работал, а в основном обитал в маленьком охотничьем домике, который построил в тундре довольно далеко от деревни. Андрей проводил в своем обиталище большую часть года, возвращаясь в деревню только за спичками и за другими необходимыми в жизни охотника товаром. Сдавал пушнину в городе и возвращался обратно. Охотился, ловил рыбу. Словом, наслаждался жизнью, как не можем сейчас наслаждаться мы. Было ему в то время чуть больше 50 лет. Андрей охотился на диких оленей и лосей. Волки считались не слишком нужной охотнику добычей, но уж очень они досаждали местным оленеводам. Не раз и не два волки окружали его хижину, которая даже забором не была защищена. Выли темной, холодной ночью, почти на крыльце жилища. Однако у Андрея нервы были в порядке, и спать под волчий вой ему было совсем не в диковинку. Но однажды произошел случай, который перевернул всю его жизнь. Мужчина нашел раненую волчицу, которая подбили местные оленеводы, а вскоре Андрей обнаружил ее логово. Там скулили несколько новорожденных волчат. Было видно, что они уже давно ждут волчицу, которая все не приходила. Он сел, закурил и стал думать, что же делать. Почему-то в душе ему впервые в жизни стало жаль волчат. В итоге забрал он их всех домой. Конечно, его собаки были категорически против, выражая свое мнение громким лаем. Молодых волчат кормил, как и своих собак. Они быстро подрастали, играли друг с другом, но собак обходили стороной. Те также, уважая мнение своего хозяина, волчат не трогали, а звери со временем все чаще и чаще начали отлучаться в лес. А потом и вовсе стали редкими гостями, но все же приходили к нему даже не для того, чтобы поесть, а скорее, чтобы увидеться. Причем приходили по одному, но охотник хорошо знал, кто из троих наведался к нему. Встреча всегда была на расстоянии. Собаки не подпускали подросших волчат близко. Те садились в метрах 20 перед своим, можно сказать, родным домом детства и начинали подвывать. Но это был не вой голодного волка темной зимней ночью. Это было что-то совсем другое. Может быть, в этом вое заключалось угасающее чувство благодарности за добро, которое Андрей сделал волчатам. Особенно долго и почти музыкально выла волчица Лора, а потом подросшие волчата пропали. И охотник подумал, что навсегда, наверное, они зажили своей суровой волчьей жизнью. Однажды Андрей провалился под лед недалеко от своего лесного дома и серьезно заболел. Когда приполз в свою хижину, жар был очень высоким. Он разделся, натерся медвежьим жиром и лег в постель. Особенно не беспокоился, такое иногда случалось. Однако, на этот раз болезнь оказалась более серьезной, чем прежде. Жар прошел, но мужчина чувствовал страшную слабость, которая не давала возможности далеко отлучиться от хижины. А спустя несколько дней он совсем слег. Впрочем, лекарств в избушке хватало. Андрей всегда заготавливал лечебные травы, таблеткам он не доверял. Однако даже эти народные средства не помогали. Охотник буквально сох на глазах и уже не мог сделать и нескольких шагов. Он только лишь изредка выходил на крыльцо. Но самое плохое во всей этой ситуации было то, что заканчивались запасы еды. Добраться до деревни Андрей уже не мог. Собаки, правда, добывали себе пропитание в лесу, но, естественно, с хозяином не делились. Оставалось только надеяться на Бога. Несколько раз по ночам Андрей слышал знакомый волчий вой. Или ему это чудилось? Неужели Лора? Думал он, подозревая самого себя, что у него начались галлюцинации. На то, что его будут искать, Андрей и не надеялся. Не пришел охотник со своего участка, но и списали его. Никто не пойдет в тундре искать человека, да и бесполезно это. Вертолетов не было, не было даже снегоходов. Найти в таких условиях пропавшего охотника было просто невозможно. Понимая все это, Андрей уже приготовился к смерти. Когда начались страшные морозы, мужчина запустил в дом собак.
Той ночью волчий вой был особенно продолжительным. Утром Андрей вышел на крыльцо, а собаки с громким лаем выскочили за ним и тут же начали остервенело что-то рвать друг у друга. Мужчина схватил палку и кое-как отбил у голодных псов большой кусок оленины. Он глазам своим не поверил. Откуда это взялось? Отрезал кусок собакам и вернулся в дом, сварил суп. Подкрепившись, он опять вышел из дома. Подошел к тому месту, где нашел мясо, а точнее часть дикого оленя со шкурой и шерстью, и среди следов, боровшихся друг с другом собак, нашел волчьи следы. Причем волк подходил к этому месту спокойно, словно его никто не тревожил. И тут Андрей окончательно решил, что свихнулся. Но, вспомнив, как ночью подвывала, словно вызывала его на крыльцо волчица Лора, и тут он все понял. Понял, но не поверил сам себе. Волчица принесла ему еды. Да такого не может быть. Волк – дикое животное, он не способен на такое. На такое не способна даже собака. Но факт оставался фактом. Через несколько дней Андрея нашли проходившие мимо охотники. Они на носилках привезли мужчину в деревню. И с тех пор Андрей никогда не стрелял в волков. Вот такую удивительную историю рассказал в ту зимнюю ночь мне мой отец. Замечу, что сочинять он был не мастер. Говорил всегда конкретно, четко и ясно. Приезжавший к нам через несколько лет его старший брат, дядя Коля, также подтвердил мне, что такое действительно случилось с их товарищем.